Когда впервые в соцсетях появилось фото красивой собаки породы бигль, все подумали, что ее потеряли хозяева. В течение 2 недель собака регулярно приходила к месту, где кормили бездомных кошек. Она стояла неподалеку и покорно ждала, пока кошки поедят. Затем подходила к их мискам и доедала все остатки. Она съедала все до крупицы, а потом еще и вылизывала миски до блеска. «Не бросать же бедолагу в такой беде», — сказала Ирина своей дочери. Они усадили ее в автомобиль. Было заметно, что ранее Бигль уже ездил в машине. Для собаки это было привычным делом. Она сразу же села в кресло, а не на пеленку, которую постелили на полу. Когда собаку привезли домой, Ирина была в легком шоке. На бедолаге был просто рой блох, ее атаковали ушные клещи. Помимо этого, у животного были выделения из молочных желез. Это означало, что собака или кормящая мать или имеет ложную беременность. Однако ее щенков никто не видел, поэтому оставалось только предполагать. На приеме ветеринар сказал, что у собаки множество проблем. Ее прошлую жизнь трудно назвать счастливой. Для своих хозяев эта собачка являлась просто инкубатором. Ее использовали для непрерывного производства потомства. Организм пребывал в изношенном состоянии. Зубы у нее стерлись из-за того, что кормили костями. Шерсть была тусклой и не густой. Некачественное питание и плохой уход подорвали здоровье собаки. Чтобы восстановить полноценную работу желудочно-кишечного тракта, ей прописали специальные препараты и корм. Когда ситуация немного нормализовалась, ее перевели на корм АВА. Только предварительно его приходится размачивать, ведь у бедолаги стерты все зубы. Ирина с мужем начали думать относительно клички для собаки. Долго перебирали варианты. Собака эмоционально отреагировала, когда один из них произнес Альма-Пальма. Может быть, ее прошлая кличка была похожа по созвучности. А возможно, ее именно так и звали. А теперь о печальном. У Альмы есть свои особенности. Она боится криков и взмахов рук. Следует отметить, что Ирина – добрейшей души человек. Она никогда не обижает животных даже в целях воспитания. Однако стоит кому-то из членов семьи повысить голос, как собачка прячется в уголок, поджимает лапки и жалобно скулит. Она почему-то начала искать защиты у супруга Ирины. Напрашивается вывод, что ранее Бигля обижала именно женщина, а мужчина пытался защитить ее от нападок.